На месте этого леса 1000 лет назад было языческое городище. До сих пор это место является местом поклонения оккультистов и ведьм. Человек, который меня и пригласил, в свое время взял ответственность освобождать заточенные души, погибших в этом лесу. И в этот раз его задачей было проверить, не появились ли новые неупокоенные души. Я не особо верил в это, но настал момент, когда я увидел все своими глазами. Досмотрите этот выпуск до конца, подписывайтесь на канал и приятного вам просмотра. Помнишь, я тебе говорил, что в этом лесу небезопасно? Говорил. И я сейчас расскажу почему. Я когда узнал историю этого леса, и я узнал, что здесь было очень много убийств, а именно маньяком. И этот маньяк убивал здесь людей. И когда я провел сеанс ЭГФ, я проводил этот сеанс ЭГФ неоднократно, и произошло что? Самое интересное. Эти души мне сказали, что здесь он до сих пор обитает. Я сначала думал, что здесь только один маньяк. Но потом оказалось со временем, что здесь еще и обитают ведьмы. И когда я обнаружил впервые, буквально недавно, ведьму, Истории человека с канала Искатель Призраков пробирали до мурашек. Я о многом был наслышан, но никогда не думал, что реально с помощью ГЭФ и определенных обрядов можно освобождать неупокоенные души. А их тут, поверьте, было много, так как по этому лесу прокатилась гражданская и Вторая мировая войны, а также лихие 90-е. я нашел проклятый предмет, потому что по ЭГФ мне сказали призраки, что надо его уничтожить. И я нашел, прикинь, такой мешок, который был закопан под землю. Это Без было... металлоискателя, без ничего, без рамок. Да, у меня просто включился сам по себе ЭГФ, и что самое интересное, он даже сам бывал и выключался, понимаешь? И это было что-то такое необъяснимое на самом деле. Слышишь? Это хер как будто как животина, но я не знаю. Нет, тихо. Это может быть даже и она. Ведьма какая-то, блядь. Да, наверное. Блин, я не особо в них верю. Ух, смотри! Да, я вижу, светит. Это был глаз какой-то, или кто-то с фонарем каким-то. Да, смотри, вот. Туда. Слушай, да, валим отсюда. Короче, ребята, мы сейчас идем куда-то. Блин, кстати, спотыкаться это уже очень херовый признак. В поверье гласит, что если ты спотыкаешься, то это плохо. Говорят, типа, если лошадь споткнулась на пороге, то казак может не вернуться домой. Поэтому Слышал? шумы какие-то. Да. Как будто. И вот шум идет оттуда. Гаси свет, свет. Ребята, кто-то едет, смотрите по той дороге. Надеюсь, блядь, не как. Пригнись, может это вообще маньяк. Да нет, то какая-то грузовик, кстати. А маньяки на грузовиках же ездили по истории. И, Там не... сзади еще машина едет, подожди. и не одна. И еще какая-то едет. Там и до хера. Раз машина, два машина, три машина. 3 машины проехала. Вовремя мы с тобой свет затушили. Хорошо ушли, как чуял, бляха. Я тебе историю не полностью рассказал. Сейчас я тебе ее полностью расскажу. Эта история продолжается в том плане, что когда я уже нашел этот ведьминский мешок, кстати, он был закопан, прикинь, возле дерева. И что самое было такое необъяснимое, я когда проходил это дерево, у меня просто сам по себе включился, ЭГФ, представь себе. И мне дух сказал, что это здесь. Я такой, где? И он такой мне говорит, вот это дерево. Я подхожу, начинаю копать это место. Может, минут 10 потратил, пока я нашел конкретное место, где это закопано. И я вот увидел такой черный мешок. И они попросили сразу уничтожить. Я сделал обряд, уничтожил, спалил этот мешок. И что произошло? Они поблагодарили и сказали, что они свободны. После чего сразу выключился сам по себе ЭГФ моментально. И все вроде бы прошло.
Нам идти сейчас по прямой. Проведем там сеанс ЭГФ. Ага. Бля, ну там вообще лютое место. Там такие чигири, что я даже не хочу туда идти, ребят. Сейчас вам покажу. Там, короче, ребят, вообще лютые чигири. Не дорога, а просто жопа какая-то. Корни торчат лютые. А, и к слову, насчет этого места, я примерно знаю, примерно по карте, где мы находимся. Я когда-то читал, что когда-то было городище, если посмотреть по картам Шуберта, это трехверстовые карты, тут был хутор старинный, плюс-минус, может быть, не знаю, там, километр-два разницы. И этот хутор тут был в гражданскую войну. И плюс-минус, когда изучал мемуары по этой местности, где-то в этих местах были тяжелые бои между большевиками и меньшевиками. И тут какие-то были лютые преступления, короче, кто-то кого-то расстреливал, поэтому вполне возможно, что это место очень лютое, и из-за того, что тут много людей погибало, оно и проклятое. Поэтому, наверное, блин, ну я не знаю, я вообще не знаю, нахера я повелся на эту авантюру. Ну ладно уже. Пошли, мне нужен Пошли помощник. уже. Мне нужен помощник. И, кстати, сегодня, ребята, лютое полнолуние. Сейчас не видно за деревьев, поэтому я думаю, сейчас вообще время ведьм, блин. Ну, как гласят, поверят, типа, они собираются в полнолуние. Я не особо в это верю, но, блин. Короче, смотри. Сейчас ты сам уверуешь и все сразу увидишь. Я надеюсь, что Давай нет. делаем так, смотри. Там дальше надо идти очень тихо и осторожно, потому что там дальше находится то самое место, где они любят проводить свои ритуалы. Шабаши, типа, шабаши Да. ведьминские. Нам надо свет. Обязательно свет нам надо делать А потише. я включу инфракрасную камеру свою. Надо идти желательно без света. Ага. Но сначала мы туда не пойдем. Сейчас мы проведем сеанс АГФ. У меня тут ЭГФ. Я такой никогда не видел. Как ты ее сам собирал? Ну смотри. Это просто обычная колонка JBL. Типа усилитель, да? Да, но это усилитель именно самого звука, Ага. чтобы было лучше слышно. Ага. Потому что если через само радио, звук здесь искажается. Ага. Разобрал радио, соответственно. И потом здесь сделал переключатель, ну, припаял, чтобы звук отсюда передавался сюда. Я понял. Потом так же самое я здесь волнами игрался. Тут вот, сейчас я не буду классить, потому что я просто поменяю волну. На самом деле, я тебе просто его разберу, и Схему скинь, интересно. я У меня- тебе просто саму инструкцию покажу. На самом деле, на словах тебе тяжело это Ну, объяснить. это да. На словах я тебе так не объясню, мне легче тебе показать, потому что я его собирал не один месяц. И я информацию любую в интернете проверял для того, чтобы собрать этот ЭГФ. И мне не сразу это получалось, понимаешь? И даже иногда я не могу сразу выйти на связь. Я Бывает, понял. я могу потратить целый час. Вот мы с тобой сегодня потратили около 40 минут. Зато здесь четкие конкретные ответы, и ты свяжешься с душой. Свечи, которые тоже помогают душе связаться с тобой. Душа летит на эти свечи. Короче, душе легче ответить на твои вопросы через это. Антенна, соответственно, ЭГФ это что? Феномен электронного голоса. Он проявляется только через белый шум, соответственно, это телевизор, либо через радиоприемник, ненастроенное радио. Это радио мне пришлось полностью расстроить. Здесь нету такого, что я могу сейчас включить его отдельно и послушать музыку. Такого нет. Здесь просто расстроенные волны. Мне пришлось здесь полностью все в этом радио менять. Я понял. Здесь нету оригинальной оболочки самого радио. Ага. И сейчас долго тебе просто Я понял, давай, рассказывать. я уже что-то как-то не по себе. Давай сделаем, что надо сделать. Хорошо, давай попытаемся связаться с духами. Я тебе скажу сразу. Если сейчас нам никто не ответит, это будет хорошо. Я надеюсь, что оно таки будет шипеть и ничего не произойдет. Потому что я много усилий потратил для того, чтобы освободить именно с этого леса дух. Ага. Духи леса. Если здесь кто-то присутствует, выйдите с нами на контакт. Мы пришли с миром. Если вы нас сейчас здесь слышите или ощущаете, проявите себя. Ты лучше подойди чуть ближе в круг. Что там? Да ничего, фонарь сверху забыл, свет.
Давай вот так присядем, это будет лучше. Духи леса, если вы нас сейчас слышите, ответьте нам. Духи леса, если вы тут есть, выйдите с нами на контакт, подайте какой-то сигнал, ответьте нам. Если вы нас сейчас слышите, дайте знак. Духи леса, если вы есть, проявите себя как-то. Ответьте нам по ЭГФ. Ты слышал? Это не ошибка. Спасите нас. Чё, Вас здесь много? Слушайте, а зачем вам нужна сейчас помощь? Их держит ведьма, ты слышал? Да. Скажите, а ведьма сейчас это в лесу находится? Она сейчас прямо в этом лесу. Чё? Она нас держит в плену и отключилась. Ну что, само отключилось? Мы ничего не трогали. Смотри, когда есть негативная большая энергетика какая-то определенная, волна, которую я ловлю для связи с душой какой-то определенной, чтобы душа могла выйти через эту волну, это как и есть расстроенное радио. Когда эта волна резко обрывается из-за большой негативной энергетики, либо там много есть факторов, просто прерывается связь. Она исчезает. И это, знаешь что? Это самое плохое, что может быть. Когда ЭГФ сам по себе выключается. Надо бояться чего-то и типа вообще прерывается. Короче, я что-то вообще не выкупаю, мне как-то вообще не по себе. Ну потому что ты в первый раз такое ощутил сейчас. Смотри, наша задача сейчас разузнать, где эта ведьма сейчас находится. Как мы Мне знаем? кажется, что она, наверное, на том месте, где я и был. Где я ее и обнаружил. Последний раз. Ты точно веришь, что туда надо идти? Я что-то не знаю. Ну смотри, ты мне сказал, что ты не веришь в нее, правильно? Ну, я уже походу верю в это все. Давай мы просто пойдем туда. Если она там, ты сам убедишься и Ну, заснимешь. это какая-то женщина может там быть, да, наверное, там стоять кто-то. Я не знаю. Или это может какая-то быть там. Я не знаю, я ее видел сдалека. Я просто видел обряд, где было много свечей, и она там что-то делала. Я сейчас хочу туда с тобой пойти. Потому что одному мне туда идти не вариант. Смотри, мы сейчас находимся приблизительно... Слышишь звуки? Шевелится что-то в кустах. Пониже свет. Пониже, чуть-чуть свет. Что-то шевелится что-то. Что это? Лисица, может быть, или кто? Нет, мы просто пришли почти на это место. Ты смотри, забор какой-то. Что это за прикол? Я не знаю. Сейчас через 200 метров, может 300, мы выйдем туда, где я ее первый раз в этом месте обнаружил, эту ведьму. Но мы сильно шумим по листве. Здесь еще нормально. Я сказал тебе приблизительно 200 метров. Может и все 500. Еще пока безопасно. Смотри, видишь? Что там? Вот. Ах, что-то вижу. Свечение. Сейчас. Подожди.
Вот оно. Видишь? Какую-то фигню вижу, да. Сейчас мы отсюда глазами это не видим, но через камеру. Ага. Видишь? Короче, нам надо сейчас вот здесь вот идти аккуратно. Тихонечко, тихонечко, подожди, тихонечко. Там я эту ведьму и видел. Я ничего не вижу, я только слышу. Шепот какой-то слышу, хрип какой-то слышу. Тихо. Она тут. Там обряд, тупо чувак. Да, послушай. Не, ближе. Смотри, я уже вижу ноги. Я нифига не вижу. Вот. Вижу какой-то свет. Ёб твою мать. Она опять здесь. Это вот он, не прикол. Чувак, конечно, это не прикол. Почему я тебе сюда и попросил со мной У пойти? меня камера села, я не вижу ни хера. А, уже вижу. Там кто-то говорит, шипит. Она руками махает. Не говори. Слушай, она куда-то ушла. Она что, нас обнаружила? Наверное, спалила нас, я не знаю. Так. Давай сел так, смотри. У тебя там есть хотя бы процент заряда 2? Тебе хватит? На ночнике, да. На ночнике. Обойди сейчас слева, а я пойду по прямой. Попытаемся ее окружить, если что. Ага. Давай. Потише, пожалуйста. Ёб твою мать. Чувак. Давай быстрее, иди сюда, быстрее. Тебя и так уже услышали. Давай, тебе надо показать. Иди сюда. Чё это? Эту я уже второй раз Можно наблюдаю. фонарь включить нормально? Всё. Смотри. Это ты мне не верил, да? Это какие-то шпильки. И чё? Это как иголки. Ну, Это смотри. И точно такой же мешок я наблюдал. Представь себе. Буквально, может, месяц назад. Приблизительно. И, кстати, на этом же месте. ага. И как тебе? Я ничего не понимаю. Ты слышишь? Не свети, подожди. Я хочу просто понять. Давай, свечи задвинем. Ритуал. Я тебе скажу, что она очень сильно на это обидится. Я не знаю, что будет. Мы вообще их поломали. Ты видел, куда она ушла? Нет. Она исчезла. Я не знаю, что это. Куда она? Уничтожив капище ведьмы, мы отключили камеры, чтобы провести обряд, в котором нужна концентрация. Мой спутник что-то бормотал на латыни, и мы не сразу заметили, что по тропинке кто-то к нам приближался. Камеру ему удалось включить лишь через пару секунд после происшествия. Свою же камеру я так и не успел включить. Какие-то звуки были.
по прямой беги. Слушай, вот это ты мне не верил, да? Вот теперь будешь знать. На камеру ничего не видит. Я тебе, знаешь... Это падла. Где-то там падла так и осталось. Короче, я не знаю, там, короче, выбежал какой-то чувак. И я его тупо не успел рассмотреть. Я видел, был нож в одной руке. Во второй руке у него был бревно, короче, такое бревно. Я не успел вообще ничего увидеть. Я просто слышу, что у меня, знаешь, как будто что-то промахнулось возле плеча. Воздух как будто возле плеча. Наверное, хотел по мне ударить, я не знаю. Я тупо побежал. Со всех ног. Я больше в этот лес не ногой. Я не хочу. Я не хочу. Ну, я больше ни по той авантюры не пойду. В натуре как... Спасибо тебе, Шульц, любопытный, за то, что ты со мной отправился. И ты теперь еще один свидетель того, что ты здесь увидел. Я, честно, никогда в такую фигню не верил, но что-то, как-то, ну, слава богу, хоть убежали. Потому что если бы не убежали, я бы не знал, что она была бы. Вот почему иногда я сюда ездил на велосипеде. Потому что бежать, это тоже иногда может и не получиться. Но я надеюсь, что эту загадку, может быть, мы когда-нибудь и разгадаем. Без меня. Я уже это понял. Без меня. Все, хватит.